Всем привет! Вы на канале Spooky Cookie, и в сегодняшнем видео мы с вами разберем, по какому принципу и согласно каким качествам герои получают свой путь. Определим максимально точно, какой из играбельных путей в Honkai Star Rail был бы у вас. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Как рассказывает нам сам Honkai Star Rail, путь есть воплощение философской концепции. Сила пути не безгранична и напрямую зависит от ширины данной концепции. Попытаюсь перевести. Это работает как эгрегор или, если хотите, религия. Чем больше у пути последователей, придерживающихся его философии и распространяющих его, тем сильнее является сам путь и эон, стоящий за ним. Сами пути начинаются с эонов. Это своего рода и есть воплощение какой-то определенной идеи. Вы наверняка встречали в своей жизни таких людей, которые горят своей мечтой, какой-то единой мыслью, являющейся ориентиром в их жизни. Так вот, стоит умножить волю и энтузиазм такого человека в десятки раз, и мы получим эона. Исходя из этого, Hoyoverse логично проводит параллель между характером и взглядами человека с определенным путем. Соответственно, мы тоже сейчас сможем примерить эти качества на себя и понять, какому пути мы бы следовали в мире Honkai. Начнем, пожалуй, с самого противоречивого пути в игре – небытие. По сути, это воплощение философского нигилизма. Люди, идущие по пути небытия, ставят под сомнение все ценности и идеалы. Ничто не имеет значения, ведь когда-либо все превратится в прах. Эти люди глубоко философичны и могут чувствовать абсолютное непонимание со стороны своего окружения. Это обрекает следующего пути небытия на вынужденное одиночество, отстраненность от других людей и их интересов. И очень часто на пути небытия можно потерять идею себя, цель жизни. Потому что если мы заглянем в бездну, то поймем, что по сути путь небытия видит смысл в конце существования. Так как Хирон в своем трейлере говорит себе не оборачиваться, потому что ей некуда идти, кроме как вперед. А Кафка отринул очень многое ради воплощения в жизнь будущего, которое предвидел Элио. Такие люди не выходят на первый план. Как и в игре, они являются серыми кардиналами и выполняют роль поддержки и дебафера. Ведь в нашем мире действительно можно наложить дебаф на человека, подточив его уверенность в ценности собственных действий. Так что если вы чувствуете себя оторванным от ценностей современного общества, часто ставите под сомнение идеалы и смысл многих мирских действий, философски смотрите на жизнь, то ваш путь в Honkai Star Rail – небытие. Следующий на очереди путь – разрушение. Путь разрушения – это прямая отсылка к понятию энтропии. Энтропия, если очень упрощать, это вероятность деструктивного хаоса, которая увеличивает шансы на наступление с течением времени. То есть, если очень условно, чем дальше существует наша планета, тем больше люди уничтожают ее и себя, и в итоге произойдет ее закономерный конец. Приверженцы пути разрушения понимают, что все естественным образом стремится к беспорядку. Здания разрушаются, природа умирает, машины покрываются коррозией, начинаются войны, а люди стареют. Весь наш мир стремится к саморазрушению, и чем дальше мы живем, тем больше переменных появляется в нашей жизни, которые разрушают ее с разных сторон. Последователи разрушения по своей природе борцы, но борцы вопреки. Вопреки разрушению они идут вперед. Это прирожденные лидеры, как Цзиньлю и Даньхэн, к примеру. У Блейда нет розовых очков в восприятии мира Honkai, он понимает, к чему все придет, но разве он прекращает бороться? Если вы чувствуете в себе силы противостоять проблемам, боли, препятствиям, которые может подкидывать вам жизнь, несмотря ни на что идти вперед, даже понимая, что вас ждет в конце, то ваш путь в Honkai Star Rail – разрушение. Совершенно полярной точки зрения придерживается путь гармонии. Гармония – воплощение философии идеализма. В Honkai путь гармонии борется с жестокостью законов Вселенной, оберегает и ограждает своих последователей. Такие люди верят во все хорошее, что происходит в жизни. Часто отодвигают в сторону эгоистичные желания, например, как Броня отодвинула свои личные интересы, чтобы руководить Белобогом. Хани отбрасывает свои личные убеждения, чтобы выдать справедливый приговор. Приверженцы пути гармонии живут в своем очень закрытом мирке. Это люди искусства, безумно талантливые и усердные люди, очень часто выступающие рукой помощи для других. Стремятся оставить после себя какой-то след и действовать на благо общества,
будь то посредством своего искусства или же прямых действий. Если вы часто поддерживаете своих знакомых и готовы идти на умеренные уступки, больше настроены на взаимовыгодное сотрудничество и быстро отступаете, если видите, что вас пытаются использовать, то ваш путь в Ханкай Стар Рейл – гармония. Следующий путь очень похож на гармонию – изобилие, является самым мягким из представленных в игре. Изобилие – это путь альтруизма. Это все, что связано с человеколюбием и бескорыстной помощью, заботой о благополучии других людей. Так же, как и путь гармонии, изобилие часто жертвует личными целями ради благополучия людей. Отличие пути изобилия от пути гармонии в том, что гармония нацелена на общее улучшение, а изобилие концентрируется на частностях, комфорте и покое отдельно взятых личностей. К примеру, это очень условно. Зажечь свечи в комнате для общего комфорта – это гармония. Принести любимому человеку чашку чая – уже изобилие. Приверженцы пути изобилия – прирожденные врачи, учителя, психологи. Такие люди самоотвержены. Например, как Галлахер, который является детективом клана гончих, но с заботой относится к труппе кошмарики. Наташа, тянущая на себе лечение жителей подземья. Если вы безмерно добрый человек, отличающийся человеколюбием, состраданием к боли и проблемам других людей, заботливы и внимательны к их нуждам, то ваш путь в Ханкай Стар Рейл – изобилие. Следующий на очереди путь эрудиции. Эрудиция является прямой отсылкой к гностицизму. Я знаю, что ничего не знаю. Все приверженцы пути эрудиции пытаются постичь Вселенную и разгадать ее тайны. Это, как правило, думающие люди, которые придерживаются концепции, что все вещи несут в себе вопрос без ответа, но на все в этом мире есть ответ. У таких людей от природы аналитический ум. Например, Химико в юные годы была исследовательницей и смогла отремонтировать экспресс. Сервал, которая не просто девушка-рокерша, а бывшая исследовательница в технологическом отделе архитекторов. Приверженцы пути эрудиции – люди разума и интеллекта с четким сводом принципов и бывают непреклонны, когда дело касается их будущего и личных целей. Их воля поистине несгибаема. Если у вас пытливый ум и вы не представляете своей жизни без постоянного саморазвития и углубления собственных знаний и понимания людей и этого мира, то ваш путь в Ханкай Стар Рейл – эрудиция. Путь охоты – это отражение диалектики. Приверженцы пути охоты крайне рациональные люди. Это реалисты, которые не склонны впадать в крайности. Такие люди рассуждают, опираясь на собственный опыт и логические законы. Они понимают, что очень многое может быть скрыто от их взора. Такие люди – борцы за справедливость, причем борцы огнем и мечом. К примеру, как Топаз, она не сидит на месте, она взыскивает задолженности с должников, но старается по мере возможности соблюсти баланс. Доктор Рацио хоть и считает себя умнее остальных, но прекрасно видит все несовершенства собственной логики, когда дело касается темных материй Роя. Приверженцы пути охоты понимают, что ничто не может быть однозначно плохим или хорошим. Вся наша жизнь меняется и никогда не остается прежней, и либо ты идешь в ногу со временем, либо канешь в лету небытия. Если для вас нет черного и белого, если вы приверженец взглядов серой морали и не склонны навешивать ярлыки, то ваш путь в Ханкай Стар Рейл – охота. Ну и последний, но не по значению, путь сохранения. Сохранение является прямой отсылкой к догматизму. Все приверженцы пути сохранения крайне консервативные люди. Они всегда ставят веру во что-то сверхценное превыше собственного опыта и амбиций. Они сомневаются внутри себя, сомневаются в том, правильным ли путем идут, но чаще всего ответственность для них превыше себя. К примеру, авантюрин, который сначала старался держать на своих плечах груз своего дара Гаятры. Он сомневался, потому что путь его дара вел его дорогой потерь, и каждый раз спрашивал себя, почему этот груз возлег именно на него. Или, к примеру, гепард, который был вынужден выступить против сестры, потому что таков был приказ Коколи. Для него сестра очень дорога, но консервативное мышление не давало ему пойти против долга. Приверженцы сохранения понимают, что мир полон совершенно разных взглядов и подходов, но все равно остаются людьми с несгибаемой волей и приверженностью своим принципам.
Это очень похоже на путь эрудиции, но давайте разберемся, в чем отличие. Если у вас четкие принципы, но вы открытый человек с гибкими взглядами, это эрудиция. Если у вас четкие принципы, но вы практически никогда не отходите от них и редко открываетесь людям, это сохранение. Если вас ничто не сможет сбить с вашего пути, как бы ни старались поколебать вашу уверенность в собственном деле, интересах или взглядах, если вы не подвержены гипнозу и тяжело впускаете людей в свой внутренний мир, то ваш путь в Ханкай Star Rail – сохранение. Ну вот мы и закончили наш разбор. Пишите в комментариях, какой путь Ханкай Star Rail вам ближе всего, что вам больше всего подходит. Делитесь своими впечатлениями, мне будет очень приятно увидеть вас в комментариях. Ну а я не прощаюсь. До новых встреч!